данном видео вы узнаете, какие качественные витамины и лекарства можно купить в Египте еще и в 5 раз дешевле, чем продают у нас. Также вы получите весь список возможных товаров и средств из Египта с обзором минимальных цен на них. Плюс ко всему узнаете, что стоит покупать, а что нет, что выгодно купить на рынках, а что в магазинах, в каких и где они находятся. Также я расскажу, на чем дурят туристов и как не попасть на обман. И еще вы увидите результаты нашего опыта использования египетского средства от облысения миноксидил. Что касается лекарств, чтобы сравнивать цены, тут лучше ориентироваться на действующее вещество необходимого вам лекарства, поскольку некоторые по названию могут в Египте отличаться от тех, что обычно мы покупаем в нашей стране, и иметь при этом одно и то же действующее вещество, а стоить в 3, а то и в 4 раза дешевле. Во многих аптеках местные знают русский язык и могут вас сориентировать по ценам. Стандартный перечень, который многие покупают, вы увидите в моем видео. Также очень важно покупать лекарства именно в городских аптеках, где выдают чеки, в частности сети аптек Элизаби, которые находятся в разных районах Египта. Как они выглядят, смотрите на фото. Также можно покупать в русской аптеке, сайт которой указан ниже. Там, кстати, при онлайн-заказе на сумму от $30 вам бесплатно могут доставить лекарства в отель или привезти вас в эту аптеку. Если же идти в другие аптеки Египта, вас могут обмануть в стоимости лекарства, завысив ее в несколько раз. И даже если вы будете знать реальную их цену и ее демонстрировать, они просто могут отказать вам в продаже. В частности, у нас был такой случай. В Наамабей мы хотели купить комплексные витамины Royal Vit G. Их цена 27 египетских фунтов, чуть выше, чем $1,5. Этих витамин не оказалось в городской аптеке Элизаби, поэтому мы зашли в другую, где аптекарь нам их выдал и назвал цену в долларах в 3 раза выше той, что указано на упаковке в фунтах. После того, как мы показали ему стоимость в фунтах, пропечатанную на упаковке с витаминами, он отмахнулся, забрал витамины и отказался продавать их. Благо в другой аптеке нам все же удалось их найти и купить по правильной цене. Поэтому будьте внимательны и не забывайте проверять реальную цену на упаковке с лекарствами. Как она выглядит, смотрите на видео. Также проверяйте срок годности лекарства. Из стандартного перечня многие привозят из Египта омега-3. Раньше они действительно были выгодны по цене, но сейчас, ввиду большого спроса от туристов, цены на них подняли. 30 капсул стоят $3,5, что дороже, чем можно купить у нас, например, заказав на том же сайте iHerb. Поэтому мы их в последнее время в Египте больше не покупаем. Лично нам очень нравятся египетские витамины С-ретард. Это витамин С в объеме 500 мг. Очень помогает при начальных стадиях простуды, чтобы не заболеть. Сделаны качественно, в капсулах. Также нам нравятся таблетки Ларипро от боли в горле, при фарингитах и ларингитах. Очень помогают при начальных симптомах. Мы стабильно покупаем их в Египте, потому что там они стоят чуть больше $1, а у нас в 6 раз дороже, от 200 гривен или $7. Если говорить о горле, то в Египте можно купить значительно дешевле, меньше чем за $1, средства для полоскания горла. Тот же Тантум Верде или бетадин на основе йода. Тогда как у нас они стоят от 165 гривен или от $6 и выше. Также очень выгодно покупать в Египте различные комплексные витамины и минералы, особенно витамины для роста волос Пантагар, которые у нас стоят от 650 гривен или $23, а там их цена $5,5. Еще в Египте очень хвалят масло черного тмина для повышения иммунитета. Цены колеблются от $10 за 250 мл и выше в зависимости от количества масла и производителя. Его можно купить в той же русской аптеке. Но мы еще год назад нашли таблетки-капсулы Барака на основе этого масла. Их цена тогда была 7 фунтов за одну упаковку, то есть меньше $0,5. Однако на сегодняшний день цену на них подняли в 4 раза, и сейчас они стоят 32 фунта или около $2. Но это все равно дешевле масла черного тмина. Поэтому в любом случае неплохая альтернатива. Очень выгодно в Египте можно купить крем от шрамов Контратубикс. У нас он стоит от 280 гривен или $10, тогда как в Египте меньше $2 или 26,5 фунтов. Еще в Египте есть классное средство от ожогов и укусов насекомых Каламил Д. Оно стоит до $1. Действительно снимает раздражение при укусах тех же комаров и помогает, если кожа сгорела на солнце. Его стабильно везут из Египта. Также многие покупают различные средства от желудка и головы. Все это в несколько раз стоит дешевле, чем в нашей стране.
Если же вам нужно что-то определенное, имеет смысл составить список, выписать действующее вещество и уже непосредственно в египетских аптеках сравнивать цены. К примеру, от той же подагры таблетки Фибурик в аптеках Египта еще год назад стоили $2. Сегодня их цена составляет $5, но это все равно в 3 раза дешевле, чем он продается у нас от $15. Следующим нашим фаворитом среди покупок в Египте является крем-дезодорант Vapix 7 дней. Скажу сразу, может именно 7 дней эффекты не держится, но 3-4 дня я считаю тоже очень хорошим результатом. Также нам очень нравится шампунь и маска для волос Ватика, их египетского производства. Очень хорошее качество и цена, поэтому в каждую поездку стабильно покупаем, когда заканчивается. Еще неплохая у них зубная паста Мишвак, цена $1 за 170 грамм, тоже фаворит покупок среди туристов. Она состоит только из натуральных компонентов, о чем свидетельствует зеленая полоска в конце тюбика, как показано на фото. Что касается сладостей, тут нужно быть очень внимательными. Лучше всего их покупать в магазинах с фиксированными ценами. Там меньше шансов попасть на обман. Среди этих магазинов самые популярные – это Манго Маркет, расположенный в районе Хадаба, и Джордж Клуни в районе Напк. Поскольку если вы покупаете что-либо на базарах старого города в Шарм-эль-Шейхе или в Наам-Абей, то имейте в виду, что цены там в несколько раз завышены, а также вас могут обмануть с той же начинкой. В нашем случае мы купили 2 упаковки фиников в шоколаде. Они должны были быть с орешками, что было нарисовано на упаковке, и в чем нас уверял продавец. По факту их там не оказалось. Мы не стали проверять на месте, так как коробка была запечатана скотчем, и каждая конфета в ней также упакована в отдельную запечатанную обертку, на которой, кстати, тоже были нарисованы орешки внутри, но их там по факту нет. Тут уж и не поймешь, производитель дурит или продавец заменил конфеты. Поэтому, если вы и закупаетесь на базарах, будьте внимательны и требуйте, чтобы вам открыли и дали попробовать то, что вы хотите купить, дабы избежать таких сюрпризов. А лучше брать не в общей упаковке, а на развес. Там попадались вкусные с орешками. Также советую пробовать шоколадные камушки, поскольку в разных упаковках они совершенно разные по вкусу. В частности, сам шоколад очень отличается. Нам больше всего понравился представленный на фото данного производителя. Он более натуральный и похож по вкусу на трюфеля. Но в любом случае, ввиду того, что их открыть очень легко, стоит все же проверить их вкус перед покупкой, чтобы не было подмены. На базарах есть смысл покупать фрукты, поскольку выбор там очень большой. Самые дешевые в старом городе Old Market, если сравнивать с Наам-Абей. Там же можно и торговаться. А вот в магазинах с фиксированными ценами не всегда фрукты первой свежести и нет такого выбора, как на базаре, хотя цены одинаковые. Однако, если вы прилетаете в Египет в период, когда манго не сезон, и их цена вместо $1,5–2 за килограмм составляет все 6–8, то имеет смысл купить замороженный сок из манго в тех же магазинах с фиксированными ценами, где он будет стоить $2 за литр. При этом он очень вкусный, что является неплохой альтернативой в зимние месяцы январь-февраль, потому что еще в конце декабря манго можно купить до $3 за килограмм. Клубника и гранаты стоят от $1 за килограмм. Также на базарах дешевле можно купить маски для снорклинга, чем в магазинах с фиксированными ценами. Но придется торговаться, поскольку изначально цены вдвое завышены. Скажем, при торге можно купить за $13 шестиклапанную маску из силикона, тогда как в магазине с фиксированными ценами она стоит $18 и, соответственно, торга там нет. Также в Египте можно недорого на том же рынке купить специи и чаи травы. Бедуинская, лимонник, каркаде от $1 за 100 грамм. Что касается транспорта в Египте, лично мы до нужных районов добирались на городской синей маршрутке для местных, где минимальная цена поездки составляет 2,5 египетских фунта, а максимальная 7 фунтов – это $0,5. Если же вы будете расплачиваться долларами, то с вас будут требовать по одному за каждого человека, поэтому в маршрутке выгодно расплачиваться фунтами. Она проходит все основные районы Шарм-эль-Шейха, от Напка до старого города Old Market. Можно также взять такси, цена от $2 до $10, зависит от расстояния и нужно торговаться, поскольку, как вы уже поняли, цены на все в Египте в несколько раз завышены. Местные пытаются обманывать туристов на каждом шагу, при этом не только на стоимости. Поэтому тут нужно быть бдительными и заранее знать хотя бы минимально возможные цены на те товары, которые вы собираетесь купить, чтобы не попасть на обман. Те, кто первый раз летит в Египет, чтобы не переживать, что вы доедете до нужного места, я советую скачать приложение Maps.me, а там установить карту Египта и пользоваться теми названиями, что я дала в обзоре, чтобы найти нужные магазины, аптеки и базары. А кто живет рядом, сможет легко по приложению пешком дойти до нужного места. Оно работает без интернета, что очень удобно. Таким образом, не страшно пользоваться общественным транспортом и бояться, что проедешь нужную остановку.
Теперь перейдем к нашему опыту использования египетского средства миноксидил против облысения. Одного флакона хватает на 2 месяца использования по 4 прыска на нужный участок кожи 2 раза в день. Его цена в Египте составляет 105 фунтов или $6,5. В нашей стране цена варьируется от 420 гривен или $28 и выше. Хоть проблема в нашем случае не столь существенная, но даже у нас видны результаты после 2 месяцев использования данного средства, что вы можете увидеть по фотографиям и видео. Но, как говорят врачи, это средство не стоит использовать на постоянной основе, иначе можно добиться обратного эффекта, и волосы со временем начнут выпадать еще больше. Хотя производители советуют его использовать как раз-таки на постоянной основе, чтобы иметь постоянные результаты, просто делать перерывы между курсами. В нашем случае мы использовали только 1 флакон и в принципе результатами остались довольны. Но спустя 1-2 года волосы снова немного поредели в данной зоне, поэтому эффект скорее временный, чем постоянный, то есть нужно периодически снова проходить данный курс. Но то, что средство рабочее, это бесспорный факт. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видеообзоры. Также пишите в комментариях, что лично вы привозите из Египта, какие витамины вам нравятся, что вы испробовали на себе. И возможно, у кого-то также имеется опыт использования миноксидила, можете с нами им поделиться.